Сотни тысяч евро за макияж Шольца и Бербак. В Германии подсчитали, сколько ушло денег на внешний вид политиков. Кто тратил больше всего? Детали скандала. Налоги венгров не пойдут на войну в Украине. Орбан вновь идет против ЕС, что на этот раз не устраивает премьера страны. Россиян попросят на выход из Латвии. Кто попал в немилость и почему? В Украине заговорили об отмене особого статуса русского языка и о возвращении украинских названий городам Беларуси, Венгрии и России. О чем речь? Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и заявил, что Азербайджан подает в суд на Россию. Громкое обвинение в адрес Путина. Потеря территорий. Россия устроила внезапную переброску войск. Куда идет армия? Зеленский вновь зовет Путина на встречу и заявляет о новом раунде переговоров с Москвой. Когда? Казахстанцы бьют рекорды. Население массово подсело на таблетки. Названы страшные цифры. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Гламур за счет народа. Немецкие министры накрасили почти 600 тысяч евро из бюджета. Пока светофорная коалиция тихо ушла в историю, ее бывшие участники оставили после себя не только политический шлейф, но и косметический. За макияж чиновников с 2022 года немецкие налогоплательщики выложили 588 405 евро. Об этом пишет издание Bild. И это без учета нарядов, стрижек и фотосессий. Больше всего денег пошло на бывшего министра иностранных дел Анналену Бербак и чуть меньше на Олафа Шольца. Для понимания масштаба, на макияж одной только Бербак за 3 месяца можно было бы купить 4211 губных помад по 4 евро 95 центов. Единственный, кто сэкономил деньги немцев, министр экономики Роберт Хабек. Его министерство за 3 месяца потратило на косметику лишь 598 евро бюджетных средств. Бывшая министр иностранных дел Анналена Бербак. Ее расходы на макияж в начале 2025 года составили 20 849 евро. Это 248 евро в день. Бывший канцлер Олаф Шольц. 13 015 евро бывший министр по делам семьи Лиза Паус. Бывший министр внутренних дел Нэнси Фезер и бывший министр охраны окружающей среды Штеффи Лемки и их коллеги тоже активно красились. Бильд уточняет, что после обнародования таких данных резко раскритиковал такие расходы представитель АДГ Штефан Бранднер. По его словам, министры светофорной коалиции даже в конце своего срока без зазрения совести тратили средства налогоплательщиков, чтобы выставить себя в выгодном свете. Бранднер особенно резко критиковал Министерство иностранных дел, назвав расходы Бербак наглостью по отношению к работягам. Венгрия против проекта нового 7-летнего бюджета ЕС. Критика снова исходит от премьера страны Орбана. На своей странице в Facebook он написал, что не согласен с ЕС, который переправляет деньги венгерских налогоплательщиков в Украину. Напомню, Евросоюз подготовил проект бюджета на 2028-2034 годы. В частности, на поддержку Киева планируется выделить 100 миллиардов евро. Главный финансовый документ ЕС должен быть утвержден до конца 2027 года. Никогда не приму такой бюджет ЕС, который отправляет деньги венгров в Украину. Никогда не приму такой бюджет ЕС, который разрушает венгерское сельское хозяйство. Никогда не приму такой бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Никогда не приму того, чтобы мы, венгры, получали причитающиеся нам средства только в том случае, если подчиняемся политике Брюсселя, поддерживающей войну, миграцию и гендерную идеологию. Пусть в Брюсселе уяснят одно – венгерский ответ – никогда. Грузии отказали во вступлении в Евросоюз. В Европарламенте озвучили причину, далее цитата: «Грузия не может присоединиться к ЕС, пока ее правительство не изменит авторитарный курс». Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что путь страны в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов. При этом в Европейском парламенте заявили, что поддерживают стремление грузинского народа стать частью ЕС. О демократическом кризисе в Грузии начали говорить после парламентских выборов, которые прошли осенью 2024 года. Тогда наблюдатели заявляли о большом количестве нарушений. Почти за все из них была ответственна правящая политическая партия «Грузинская мечта», которую обвиняют в тесных связях с Москвой. По данным грузинского ЦИК, эта политсила набрала более 54% голосов. Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили тогда не признали результаты выборов.
Россиян попросят на выход. Латвия собирается депортировать почти 900 россиян, которые за годы проживания в стране не удосужились выучить латышский язык. Управление по делам гражданства и миграции уже разослало письма предупреждения нарушителям закона. Напомню, согласно правилам, вступившим в силу в прошлом году, все граждане России, имеющие ВНЖ Латвии, должны были до 30 июня этого года подать документы на получение статуса постоянного резидента Евросоюза и обязательно сдать экзамен по латышскому языку. Сотни россиян не сделали этого и по закону обязаны покинуть страну до 30 ноября 2025 года. Но есть исключения, говорят власти. Если лицо до 16 июня 2025 года хотя бы один раз неуспешно сдавало экзамен по знанию государственного языка и зарегистрировалось на повторную сдачу до 30 сентября, то документы еще можно подать до 31 октября текущего года, информирует руководитель управления Майра Рози. Отмечается, что подобные случаи часто касаются пожилых людей. На начало 2024 года предупреждение о выдворении получили 1167 граждан России, около 70% из которых были старше 60 лет. Россия перебросила войска на юг Украины, в Запорожскую область. Речь о новом полке из Чечни, который был создан по приказу Путина. Об этом заявляют украинские военные аналитики. Новые силы брошены на то направление, которое сейчас находится под пристальным вниманием ВС РФ. Еще в марте этого года Зеленский говорил, что Запорожская область – это направление, где Россия готовит свое новое наступление. Он создал абсолютно новый мотострелковый полк, и формировал он его в городе Ханкала, Республика Чечня. Сейчас это 3 батальона, и 4-й недавно также зашел сюда. 2 недели назад они зашли на это направление. Для чего этот полк тут? Это просто подкрепление подразделений, которые понесли большие потери. В то же время Нью-Йорк Таймс пишет, что Россия впервые за более чем 3 года войны вошла в Днепропетровскую область. Российская армия использует 2 основные тактики для продвижения на поле боя. Прижимает украинские войска дронами, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует непрерывными штурмами, пишет издание. Украина отвечает отправкой опытных подразделений, оснащенных дронами, чтобы заткнуть бреши. Тактику, которую сравнивают с отправкой пожарных для тушения очагов возгорания. Но непрерывные атаки России создают нагрузку на истощенную украинскую армию, уточняют авторы материала. Добавлю, что в ВСУ не подтверждали информацию о нахождении россиян в Днепропетровской области. Западная же пресса подсчитала, сколько России потребуется лет для того, чтобы взять под свой контроль все то, что было вписано в Конституцию РФ. Эти атаки помогли России добиться крупнейших территориальных успехов в этом году в июне. По данным украинской группы Deep State, которая составляет карты конфликта, используя кадры с дронов и информацию от украинских военных, Россия захватила более 214 квадратных миль украинской территории в июне, по сравнению со 173 квадратными милями в мае. Для контекста, Россия захватывает менее 0,1% территории Украины ежемесячно. При таком темпе Москве потребуется несколько лет, чтобы оккупировать все 4 украинские области, которые она объявила аннексированными в 2022 году. Украина должна признать территориальные приобретения России, сократить свою армию, объявить русский язык официальным языком Украины и официально соблюдать украинский нейтралитет, то есть никогда не вступать в НАТО. Об условиях Москвы также напоминает западная пресса, при этом уточняя, что Киев уже неоднократно отказался от выполнения таких требований, которые называли ультиматумом. В то же время Азербайджан заявил, Украине нельзя отдавать свои территории и соглашаться на оккупацию. Это слова президента страны Алиева. Таким был его ответ на вопрос украинского ведущего Гордона о том, что Алиев, который поддерживает территориальную целостность Украины, мог бы посоветовать украинцам. Предлагаю послушать. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Отправил Алиев сигнал не только Зеленскому, но и Путину. Он заявил, что российская официальная сторона за 7 месяцев так и не признала вину и скрывает истинные причины падения самолета азербайджанских авиалиний под Актау. Алиев говорит, что самолет был сбит российской ПВО. Баку требует наказать виновных, выплатить компенсации и признать вину. Кроме того, Азербайджан собирается подавать на Россию в суд, упоминая об ответственности тех, кто проводил операцию «Ковер» в России. В то же время уже как минимум 3
суток в России постоянно вводят и отменяют план «Ковер». Это план по немедленной посадке самолетов и закрытию воздушного пространства страны. Причина в налете беспилотников. Росавиация закрывает небо, в том числе над Московской областью, из-за активности украинских БПЛА. Вечером 19 июля мэр Москвы Собянин писал об атаке на российскую столицу. О взрывах и сбитых БПЛА сообщали в частности и жители подмосковного Троицка. Все рейсы в московских аэропортах Домодедово и Внуково отменили. Ранее ограничения на полеты были введены в воздушной гавани Калуги. В Минобороны РФ уверяют, что за 3 дня только вокруг Москвы были сбиты 50 дронов ВСУ. Зеленский при этом накануне заявил, что Киев собирается отвечать России и дальше на ее удары. При этом вновь предложил встречу Путину. Говорит, он к такому диалогу готов. Также секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне провести следующую встречу на следующей неделе. Необходимо наращивать динамику переговоров. Нужно делать все возможное для достижения прекращения огня. Российской стороне следует перестать уклоняться от принятия решений. Обмен пленными, возвращение детей, прекращение убийств. И необходима встреча на уровне лидеров, чтобы действительно обеспечить мир по-настоящему долговременный. Украина готова к такой встрече. Российские медиа пишут, что даты новой встречи делегаций на данный момент пока нет, но она согласовывается. В то же время западная пресса пишет о том, что отказ Путина от крупных уступок Трампа, речь об исключении возможности вступления Украины в НАТО и сохранения за Россией тех территорий, которые находятся под ее контролем, указывает на то, что решимость Кремля продолжать войну основана не столько на рациональных интересах безопасности России, сколько на эмоциональной одержимости. Об этом пишет Вашингтон-Пост. В материале издания говорится о том, как война влияет на экономику России и ее зависимость от Китая. Издание напоминает, что в 2021 году Москва экспортировала половину своей нефти и 74% газа в Европу, но с началом боевых действий резко сократила поставки и теперь продает большую часть энергоресурсов Китаю и Индии по сниженным ценам. Говоря прямо и просто, эта война – колоссальная стратегическая ошибка для России. Это не та война, которую Россия способна выиграть в долгосрочной перспективе. Ее издержки невероятны. Мы говорим примерно о 1 миллионе погибших и раненых к концу текущего года. И, на мой взгляд, эта война объективно способствует ухудшению геополитического положения России. Напомню, что месяц назад издание «Вашингтон-Пост» писало и о проблемах Украины, которые связаны с затяжной войной. В материале говорилось, что украинская экономика находится на грани краха и держится только на международной помощи. В Украине призывают отменить особый статус русского языка. Таким образом, должно быть устранено символическое неравенство в законодательстве. А сам русский язык во время российско-украинской войны является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская. Она добавляет, что Киев будет работать над тем, чтобы украинский язык был полноценно интегрирован в современные электронные сервисы, искусственный интеллект, государственные приложения, интерфейсы, игры и технологии. Украинский язык должен звучать и функционировать повсюду, уверяет Ивановская. Это вопрос идентичности и конкурентоспособности. По словам уполномоченной по защите государственного языка, Украина будет глубоко уважать все языки национальных меньшинств, это цитата, но при этом четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство. Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации. Конституционная модель языковой политики должна быть согласована с реальностью войны и стремлением украинского общества к подлинному языковому равенству без колониального наследия. По словам Ивановской, языковая политика в Украине должна быть уверенной, но не авторитарной. Напомню, Россия неоднократно заявляла, что одно из ее требований для прекращения огня – это в том числе защита русскоязычного населения в Украине. В частности, Лавров говорил, что Москва продолжит поддерживать русскоязычных граждан, добиваясь защиты их законных прав, включая право говорить на родном языке. И еще одно заявление о языке прозвучало в Украине. Киев вернет украинские названия городам Беларуси, Венгрии и России. Такое заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига. Украинский министр заявляет, что его ведомство системно работает над исправлением неправильного написания украинских топонимов по всему миру. Мы будем возвращать национальное употребление названия украинского происхождения для иностранных топонимов, ведь в Украине мы говорим «Берестя», а не «Брест», «Билгород», а не «Белгород», «Добрычин», а не «Дебрецен».
Этот список можно продолжать. Использование украинских названий – наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству. Часть 3 статьи 41 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного прямо предусматривает приоритет для украинских названий иностранных топонимов. Как вам такая идея? Напишите, пожалуйста, свои мысли в комментариях. Если не тяжело, оставьте также лайк и подпишитесь на канал «Время Прядко». А я продолжаю. Казахстанцы глотают миллионы таблеток от температуры и головной боли. За год в стране продали почти 3 миллиона упаковок парацетамола, сообщают в Минздраве Казахстана. Продажи подсчитали с помощью новой системы маркировки лекарственных препаратов. Помимо парацетамола в список самых продаваемых вошли хлорид натрия, этиловый спирт, аспирин и цитрамон. Интересно, что самые активные покупатели в Алматы, Карагандинской области, Шымкенте и Астане. Также система установила закономерность. Больше всего лекарств жители Казахстана покупают по вторникам и средам, а меньше всего по воскресеньям. Масштабное расследование в Голливуде. Там накануне автомобиль на большой скорости влетел в толпу. По данным экстренных служб Лос-Анджелеса, ранены как минимум 30 человек. 7 из них в критическом состоянии. У одного из пострадавших парамедики обнаружили огнестрельное ранение. ЧП произошло около 2 часов ночи по местному времени на оживленном бульваре Санта-Моника, рядом с ночным клубом. В пожарном управлении Лос-Анджелеса заявили, что большинство пострадавших – это женщины, стоявшие в очереди в ночной клуб. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Машина въехала на тротуар, снесла передвижную закусочную и стойку службы парковки. Личность водителя устанавливается. Пока неизвестно, это теракт или несчастный случай. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!